По ухабам бескрайних степей разбросаны давно заброшенные деревни. Пустые дома с настежь открытыми окнами уже никогда не дождутся своих хозяев. Множество судеб и детский смех унес степной ветер в бескрайние просторы времени. И лишь старинные находки в заброшенных домах, оставшиеся безмолвные свидетели, которые могут нам поведать историю прошлого. Этот выпуск о судьбе заброшенной деревни, скрытой среди холмов. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Все, друзья, прибыл. Вот уже виднеется деревня. Вдалеке там домик. В самой низине находится, в таком же описанном месте. Походу один домик с крышей, не знаю, жилой, не жилой. Сейчас буду осматривать. Мопед припаркую где-то в кустах, в стороне от деревни. И пойду пешком, там, чтобы шума не делать. Если там и есть люди жилые, если есть вообще дома жилые, то они мопед явно как-то воспримут негативно, так как там, скорее всего, вообще никто не ездит. И дадут мне возможности хорошо там полазить. Так, ребята, попали мы на заброшенную заправку. Сейчас мы заглянем на нее, чтобы вы понимали, деревни практически все заброшенные. Тут 100 лет никто не живет. Вернее, живут, но очень мало людей, чтобы вы понимали. Тут даже 80-й бензин. Стоит сказать, что этот бензин уже 100 лет как его нет. Вот так вот выглядит это все место. Остался холодильник. Нет, вот так вот, ребята, умирают деревни, умирают заправки. Всему приходит свое время. Вот такой вот, друзья, заброшенный дом. Еще более древняя изба. Вообще заросшая полностью, из старого образца. Еще старая-старая советская, может быть даже еще и царская. Это советская изба. Вот такая вот кровать древняя. Была когда-то печка, грубка. Походу тройной одеколон. Ой-ой-ой, башку ударился. Низкие потолки. Смотрите, какая интересная фигня. А, это банку в банку кто-то засунул. Кому, блин, надо было это делать? Походу тут после того, как забросили дом, еще кто-то жил некоторое время. Остатки старинной люстры. Ширяевский районный совет. Хрен знает каких годов. Еще и походу еще времен Ющенко. Вот такой вот домик. Печальный, совсем в печальном состоянии. Грубо развалена. Два варианта. Либо она, в принципе, с глины собранная. Из-за постоянных дождей просто струхла, потому что не прогревалась. Либо же кто-то искал в печи какие-то, сокровища. Но я сомневаюсь, что они тут какие-то были, потому что, блядь, люди тут явно не богатые жили. Счетчик давно ничего не отсчитывает. Вот так вот. Это помещение напоминает больше сарай, нежели жилое. Так, что у нас дальше? А дальше у нас больше. Очень интересный дом, построенный из бутылок, ребята. Смотрите. Бутылки. Это недостроенный какой-то дом. То есть его кто-то строил, но так и не достроил. Который вот-вот развалится. Попытаемся заглянуть. Где тут вход? А вход с другой стороны. Там, походу, гнездо шершни или этих ос. Люто гудят.
Вот есть вход. Ай, блядь. Старый, заросший. Хлев. С канализацией. Какие-то вещи детские. Что они тут делают, хер его знает. Абсолютно унылый дом, друзья. Вообще тут ничего интересного нет. Вот, правда, там у пчел гнездо. Будем отсюда убираться, пока меня не ужалили. Так, друзья, на сегодня у нас последняя хата. Я не могу больше задерживаться, потому что мне уже надо ехать в церковь. Это у нас, друзья, вход такой. Это пиздец. То есть, по факту, мы сейчас ходим по чердаку. Дверной проем. Хата полностью глиняная. Полностью разваленная. Из интересного у нас тут есть еще подвал. Давайте заглянем в подвал, вернее в погреб. Может, что в погребе есть. Вот он. Ни хера не видно, сейчас одену. Фонарик свой. Вылазь давай, блядь. Сука. Все, фонарик включил. Никаких надписей нет, обычно тут могли даты ставить. Ничего. Тут, походу, даже освещения не было. Ничего. Кстати, смотрите. Старинные кованые петли. Именно ковка, то есть он еще, видать, царских времен. Тут когда-то люди хранили что-то. О, смотрите. Ого. Ни хрена себе, смотрите. Утюг. Блядь, да? Утюг. Рядом икона разбитая. Стлевшая, сгнившая просто. Хлам. Ребят, царский старый утюг. Знаете, как он работал? Поправьте меня, может быть, я ошибаюсь. Но туда вроде как засыпались угли. Ну, типа пепел такой. Ну, именно угли. Он разогревался, им утюжили одежду. Гладили. Не, такой артефакт я себе точно заберу домой. Но все равно тут пропадет. Смотрите, какая красота. Вот такие здесь трещины. Сейчас будем заходить. Она рабочая. Ну да. Вот тут замок стоит на двери. Я быстро. Я тоже хочу, Димон. Сейчас, подождите. Я проверю, что здесь. Да. Только да, тут есть дверь.
которую можно зайти. Тут склады были, Димон! школьные парты. А, ты зашла все-таки? Ты Конечно. наступила только что на какое-то государство. А ну давай. Какой-то Советский Союз, наверное. Сельская школа. Офигеть, да? Класс. Мельник, старый мельник для нас оставили. Площадки. А тут сколько комнат всего? Карта. Таро? Такая заброшенная сельская. Капец. Так, ребята, попали в заброшенную деревню, в заброшенный дом. Сейчас для вас отснимем старый заброшенный дом. Старая газета на полу. Непонятно. Какие-то старые газеты на полу. Какая датировка, интересно понимать, когда он был заброшен? Сейчас что нету датировки. Позже. Может, ее найдем. Короче, ребята, это старый хлев с дрявой крышей. Видите, болото тут. Опа, капец, одна глина порассыпалась. Ребята, можем видеть дозы, остатки какой-то фигни. И у нас тут комната. Ребята, да, смотрите. Тут тупо одна комната. Это весь дом. И сверху еще, видите, плитка вымощена. Еще плитка, блин, царских времен. Давайте внимательно смотрим подоконники. Может, что на подоконниках будет интересно лежать. Сейчас, ребята, гроза надвигается. Опа! Это что у нас за птичка? Это дрозд. Это дрозд? Да, маленький. В гнезде сидел? Я здесь просто так застрял. А, то выпустил, хай бегает. Чердак провалился, кстати, он горел. Да, видно, что горел. Горел, да. У него печка может быть. Может, печка была. Или буржуйка, что я не вижу. К чему она была бы приложена, печка. Печка вот была. Вот, да. Может, там, может, просто горел, а это Да. печка. Опа, тут вон почтовый этот вот ящик. Подоконники. Смотрите, Почтовый ящик. какая-то была скульптура, ребят. Смотрите, Это лампа, ну, смотрите. ничего себе. Скульптура какая-то была красивая. Это из глины кто-то сделал. Ребят, да смотрите, это еще, блин, Это кость какая-то. это нога чья-то. Не, нога. Керамическая. Еще бог знает каких времен. Так, тут у меня дни. Деревня не сильно заброшенная до конца, поэтому постараемся вам сейчас показать еще другие места. И хороший стакан. Граненый стакан нашли. О, Его нашел. книгу нашел. Лев Николаевич Толстой. Отрочество. На, держи. Да, серьезно? Офигеть, ребята. Это Из гипса, смотрите. Фиг знает, сколько ему лет будет. Видите, это, короче, Ну, старинное 100 зеркало. лет Или точно же, где-то. блядь, нашумел. Это или зеркало, или был фотопортрет. Это портрет, понял? Короче, или портрет, или зеркало. Смотрите. скорее портрет. Интересная рамка. Да, Что видишь? это гипсовая рамка. Вот тут стекло. Книгу кому? Отрочество. Если ты собираешь книги, то Лев Николаевич Толстой. Толстый. О, смотрите, какая сумка крутая.
Офигеть. Офигеть. Я никогда не видел. Сумка велосипедиста какого-то или что? Почтальон. Почтальона очень. Да он, типа велосипед. Прада. Правда? Да. Офигеть.